1987-м офицер полиции Алекс Мэлоун покинул участок в городе Фэрхейвен, направляясь на встречу с информатором. После этого он исчез без следа. Полиция начала одно из крупнейших внутренних расследований за свою историю, но ни один след так и не привел к разгадке. Спустя несколько лет бездомный мужчина по имени Коди Брукс, ища ночлег в заброшенном здании, обнаружил нечто ужасающее. Внутри склада стоял металлический стул, окровавленный, с прикрученными кожаными ремнями и ржавыми цепями. Рядом значок полиции и старая бейсболка. Вызванная на место полиция установила: значок принадлежал пропавшему Алексу Мэлоуну. Офицер Джек Холден, сослуживец Алекса и его бывший напарник, сразу же выехал на место происшествия. Склад выглядел покинутым, но внутри были признаки длительного пребывания человека и следы пыток. Стены были обиты алюминиевой фольгой, что создавало отражающую, глушащую камеру. Медицинские инструменты на столе, следы крови и, главное, значок Алекса ясно говорили: здесь происходило нечто ужасное. Владелец комплекса, застройщик по имени Грэм Лессингтон, сразу прибыл на место. Он утверждал, что понятия не имеет, кто арендовал склад, но позже предоставил документы на имя Джона Пейджа. Контракт был подписан в 1988 году, аренда оплачена вперед наличными. Лессингтон заявил, что Пейдж был седовласым мужчиной 50 лет с настороженным взглядом. Джек поехал домой к Лессингтону, в пригород. Особняк оказался роскошным, украшенным колоннами и ухоженными газонами. В домашнем кабинете Лессингтона Холден заметил десятки фотографий с женщинами и детьми, преимущественно азиатского или латиноамериканского происхождения, на фоне интерьеров приюта. На всех снимках был сам Грэм, улыбающийся и часто обнимающий детей. По словам Лессингтона, он спонсировал приют Heaven Light House, убежище для детей-мигрантов с южной границы. Якобы дети получали шанс на новое начало в Америке. Но в сочетании с рассказами бездомного Коди Брукса, утверждавшего, что видел, как в этот же склад по ночам приезжали микроавтобусы с женщинами и детьми, Джек начал подозревать иное. Джек вернулся в участок и проверил камеры видеонаблюдения. Одна из них, установленная недавно, зафиксировала темные фургоны, прибывающие к блоку 47 в середине ночи. Из машин выходили группы людей, в основном женщины и подростки, и ненадолго скрывались внутри складов. Когда Джек попытался вновь связаться с Лессингтоном, тот не отвечал ни по мобильному, ни по офисному телефону. Джек вернулся в его особняк и заметил, как из дома Лессингтона вышел человек в солнцезащитных очках, которому Грэм передал запечатанный конверт и указал в сторону леса за участком. Проследив за внедорожником, Джек оказался у здания приюта Haven Light House. Там он представился директору, госпоже Волковой, женщине с восточноевропейским акцентом. Ему провели краткую экскурсию, и все выглядело официально. Но одна из девушек, подросток по имени Лин Мэй, вручила Джеку кофе и тихо прошептала: «Они забрали мою подругу, сказали, что за ней приехали. Пожалуйста, помогите. Скоро заберут и меня». Согласовав сопровождение с персоналом приюта, Джек увез Лин Мэй под предлогом прогулки. Девушка указала путь к старому винограднику, где, по ее словам, держали похищенных детей для специальных усыновлений. По прибытии туда Джек вызвал подкрепление и обнаружил в подвале обширное помещение, где был прикован к стене изможденный мужчина. Это был Алекс Мэлоун, пропавший офицер. Вместе с ним находились медицинские инструменты, покрытые засохшей кровью, и мужчина в белом халате, державший в руке шприц, наполненный прозрачной жидкостью — хлорид калия. Очевидно, он готовился к последнему действию.
Джек не колебался. Команда ворвалась внутрь, и подозреваемый был обезврежен. В ходе прочеса помещения оперативники обнаружили 15 женщин и детей, находившихся в тесном винном цехе без окон и вентиляции, испуганных и истощенных. Некоторые из них плакали при виде полицейских. А в одном из старых бродильных чанов, частично заполненном дождевой водой и остатками вина, плавали тела, по меньшей мере 6 погибших, уже в разной степени разложения. Это была импровизированная могила, где смерть пряталась под пеленой заброшенности. Полиция арестовала множество подозреваемых. Среди них Грэм Лессингтон, директор приюта Волкова, и несколько сотрудников. На допросах Лессингтон признался, что участвовал в сети Atlas Meridian, международной организации, занимающейся торговлей людьми. Алекс Мэллоун, по его словам, был схвачен в 1987-м, когда приблизился к тайному объекту. Он был удержан, потому что знал слишком много. История Алекса потрясла даже самых стойких офицеров, прошедших немало. Его держали в полной изоляции, подвергали пыткам физическим и психологическим, лишали сна и подвергали жестоким допросам. Его использовали не просто как источник. Из него выжимали информацию методично и безжалостно. Он пытался сопротивляться, но после месяцев издевательств начал говорить. Его признания, добытые в условиях постоянной боли, позволили Atlas Meridian полностью изменить логистику, создать новые маршруты перевозки, внедрить фальшивые юридические прикрытия и избежать множества готовящихся рейдов. Один человек, сломленный в темноте, невольно дал преступникам фору на годы вперед. Спасенные дети были переданы в службу защиты. Лин Мэй и ее подруга Че Юн оказались в безопасности. Именно благодаря их смелости, свидетельству Коди Брукса и настойчивости Джека Холдена удалось раскрыть тайную сеть торговли людьми и спасти десятки жизней. На закате того же дня Джек стоял у машины скорой помощи, где сидел Алекс, завернутый в термоодеяло. Его изможденное лицо было осунувшимся, но в глазах все еще горел слабый, но живой свет. «Ты нашел меня?» — прошептал он. «Спасибо». Джек кивнул. «Мы не бросаем своих. Никогда». Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.